лесу, пил березовый сок, с ненаглядной пивуней в стогу ночевал. Что любил, не сберег, что имел, потерял. Был я смел и удачлив, а счастья не знал. И носила меня, как осенний листок. Я менял города, я менял имена. Надышался я пылью заморских дорог, где не пахли цветы, не светила луна. И окурки я за борт бросал в океан, проклинал красоту островов и морей, и бразильских болот малярийный туман, и вино кабаков, и тоску лагерей. Зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать, полететь в ненаглядной пивуньи своей. Да вот только узнает ли Родина-мать одного из пропащих своих сыновей? Я в весеннем лесу пил березовый сок, с ненаглядной пивуней в стогу ночевал. Что любил, не сберег, что имел, потерял. Был я смелый, удачлив, а счастья не знал. Ранняя весна в этом году. Сейчас 29 марта 2025 года. И вот я иду по дорожке к реке. Наверное, она уже, эта река, вскрылась, я так думаю. Скорее всего, вскрылась. Ровно год назад я тут был. Тогда она была подо льдом, и никакой рыбной ловли помышлять было нельзя. Сейчас же я помышляю. Еще как помышляю. Долго ехал на электричке. Конечно, это впечатление те еще не очень хорошее впечатление. Но ничего. Ничего страшного. Зато весна. Снега практически нет в лесу. Вода. Вот, думаю, придется в роднике набирать воду, особенно чтобы чай готовить. Эх. Идти так еще несколько километров по этой дороге. По вот этой. Много-много лет я хожу по ней. Как-то так сложилось, что она стала путем к месту, которое мне очень полюбилось. К реке Бужа. К самому сокровенному месту. А вот там лед. Еще есть лед. Вот он. Но уже какие-то росточки пробиваются. Бабочек видел. Раньше срока начинается весна в этом году. Вот. Пошел я, значит, за бутылками. И тут такое дело. Одну из бутылок моих кто-то погрыз. Вот следы маленьких зубиков таких. Кто это мог быть? Ну ладно, ее я пока оставлю. Туда. А эту вот возьму. Ее вроде не грызли. Но вообще удивительно.
такие тут огромные пни вывороченные, какие-то вот знаки. Кто знает, что это все означает? Не знаю. Ой, не проберешься. Вот такой вот тут ход. И весь лес вот так вот. Ох. Буду водичку запасать из родника. Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Как слезы. Вот и боже. Ну что ж, это хорошо. Воды, конечно, не очень много. Там вот рыбак есть какой-то. Что-то рыбалит. Что-то пора открывать сезон. Открытие рыболовного сезона. Пойду на свое место. Кое-где еще лед, кстати, есть. Там вот. Вот там. Поглядим, что получится из этого. Ну вот, добрался я до своего места. Озеро еще не полностью оттаяло. Лед есть. Но ходить по нему, конечно, уже, наверное, не стоит. Дерево так и висит. Надеялся, что упадет. Не тут-то было. Ну что ж, будет напоминанием о моей ошибке, оплошности. Эх. Сейчас подготовлю снасть. Да. Вот такой вот тут кусман. Подготовлю снасть. Палатку буду вот здесь ставить, как и тогда. Ну, тут какие-то уже паучки, жучки. Главное, чтобы клещей не было. Это опасная, конечно, елка тут. Может, подпилю. В общем, будет чем заняться.
Но сейчас первым делом надо начать рыболовный сезон. По идее, существует запрет рыболовный. Но он с апреля идет. А сейчас еще март. Поэтому запрета вроде как нет на рыбную ловлю. Не знаю. Ну, вот так-то здесь. Вот так. Вот. Какие тут буреломы, завалы. Да, паутина, паутина. В общем, открываю рыболовный сезон. Вот мой спиннинг маленький. Катушка, как я выяснил, вот эта, она 98-го года. Очень старая. Уже она скрипит, что-то трещит. Но еще работает. Тысячная катушка. Старинная. У спиннинга ломалась вершинка, а сейчас по нему ползет муравей. Но, к сожалению, не могу сфокусироваться. Вот он. Вот он. Начался теплый сезон. Покидал чуть-чуть, ничего не поймалось. Но это и к лучшему. Считается, что если прям сразу что-то клюет, то это значит потом ловиться ничего не будет. Так мы себя утешаем. Ну ничего, сейчас передохну чуть-чуть и еще половлю. Вот. Ну и есть у меня мысль добыть березовый сок. Я в весеннем лесу пил березовый сок. Взял с собой буравчики такие специальные и трубочки. Вот, может быть, пробуравлю березу какую-нибудь. Тут их не очень много, но есть. И посмотрю, что там с соком. Уж очень хочется березового сока попить. Раньше он в 3-литровых банках был. Что там был за сок, бог знает. Прикольный такой, с привкусом дерева. Да и вообще, в то время было прикольно. Вот. Какие-то уже мушки летают. Бабочек полно видел. Птицы. Тут палка стоит. Все тут хорошо. Сейчас чуть-чуть перекушу, сушек поем. И пойду еще на блесну половлю. Потому что ловлю с берега, взял блесну ложную, китайскую, поддельную, Вильямс. Хорошие у меня тоже есть, но я на них буду с лодки ловить. Жалко здесь их оставить. Ну, такой тоже клюет. На Селигере, на озере Щучьем. У меня там на такую блесну попалась щука килограмм на 2. Хорошая такая. С картошкой я ее готовил. Картошку делал фри,
А щуку томил. Томил. Ну, как тушил все равно. Такая была вкуснота. Ладно, что об этом говорить. Надо чуть передохнуть и снова идти на ловлю. Вот он лед, оставшийся в затоне. Сюда пришел половить. На излучину реки. Вот. На вот такую вот блесну. Вильямс. Типа как. Ну, ничего не поймал. Кто-то тут поймал до меня всю рыбу, похоже. Поймал и съел. Вот. Чешуя. А вот все-таки рыбу-то мне удалось увидеть. Вот она. Какая-то мелкая, возможно, это были живцы насажены. И вот облака. Так что на живцов тут всю щуку уже выловили. Следующим этапом я попробую половить мелкую белую рыбу, типа езей, там всяких головлей. Посмотрим, что из этого получится. Эх, облака. Смотришь на них, летят, летят. Быстро летят облака. А иногда и медленно. И жизнь проходит быстро. Вспоминаю свою жизнь. Сколько уже всего было. Эх. Вот спиннинг. Вот она, блесна. С характерным таким выступом, как у Вильямса. Вспоминаю свою жизнь. И понимаю, что лучше это уже все прошло. Лучше уже не будет. Старость. Старость меня ждет. Болезни. Может, и инвалидность, кто знает. Ой. Лучше уж побыстрей не мучиться. Но это как Бог даст. Вот. Пока еще время есть, посмотрю красоту. Вот. Половлю рыбку. А больше ничего мне не надо. Пока есть время. А сколько его, мы не знаем. Вон какие тут завалы. Все это можно пилить, и нужно пилить, и рубить. Тут, кстати, пилил. А вот здесь я рубил. Вот эти вот ветки тут торчали. Вот я рубил с помощью мачете. Так. Вот пакет. Потом я соберу мусор. Ай, да. Бросают мусор. Вон там вот я ловил. На излучине. Очень красиво. Люблю я вот этот период весны, когда еще зелени нет, белая старая растительность, вот эта вот светлая. Такие цвета необычные в лесу в этот период. На озере особенно. Вот на Селигере, том же ранней весной. Ох, там камыши. Когда небо бывает мрачное, темное, и где-то только на горизонте, там из-за туч солнце выходит, камыши сверкают, вот эти белые, такой контрастный такой получается вид. И это очень необычно. Потом все становится зеленое, и это белое куда-то прячется. Кстати, воды, ну, не сказать, что ее совсем мало. Не очень много. Бывали годы, когда и больше было воды. Вот.
холодновато становится что-то. Все-таки не месяц май, как принято говорить. Не месяц май, а пока еще месяц март. А потом будет 1 апреля, мой профессиональный праздник, День дурака. Да уж. Вот что делать, глупый человек. Ой, глупый. Вот этот воблер. Попробовал, блеснул. Попробовал. Пока результатов 0. Ну что ж делать. Тут у меня дрова. Вот это вот сиденье. Надо попилить. Ну, сейчас попилю. О, там есть что пилить. Есть. Вот обычно весной вот в этой канаве всегда стоит вода. А сейчас никакая вода тут не стоит. Вот. Тут тоже катанобой. Вот. Сейчас катанобоем как раз мы вот здесь вот такую толстенькую добудем. Добудем. И вот это можно тоже попилякать. Попилякать тут. Очень все это хорошо. Вот то, что это у нас такое за гигант. Ой, кошмар. Какая вообще. Какая страшная. А тут вон. О, как. Страшное дело. Посмотрим, что там есть. Пилить. О. А тут болотце такое. Ну, кстати, неплохое место для палатки, между прочим. И прямо вот возле реки. Насколько я понимаю. Или это тоже какая-то заводь, болото. Да. Вот. Тут тоже. Вот начиная с того конца, как раз можно отрезать. Она так хорошо висит. Ага. Ага. Береста. Вот. Береста. Вот где береста. Вот тут ее полно. Будем знать. Чтобы костер разводить. Ладно. Осмотрелись. Теперь пора и за дело приниматься. За дело. Ой. Сделал дело. Гуляй смело. В общем, надо пару штук толстых заготовить. Разжечь костер. В общем, тут задач полно. Задач тут очень даже дофига. Вот так. Вот расскажу я вам, друзья, про фонарь. Этот фонарь называется он Люминтоп DF2. Вот, у него тут есть такой, вот я сзади присобачил, это рассеиватель. Вот, рассеиватель. А тут у нас один светодиод по центру и 2 синих, 2 красных. Они только мигают. Вот, такой здоровый фонарь. Но в чем его как бы особенность? В нем 2 гнезда USB-C. Это очень мощный повербанк. Там внутри находится батарея 4680. У нее емкость 32 тысячи, ну или где-то около того, миллиампер часов. То есть это по сути фонарь повербанк. Сейчас он заблокирован. Вот. Полностью показано, что заряжен.
Он такой дальнобойный достаточно. Вот видно просветленное стекло. Корпус алюминиевый, серийный номер есть. Вот, я его буду использовать в качестве повербанка. Ну и, конечно, посветить можно при желании. Такой вот интересный фонарик. Причем вот эти порты, что этот, вот, порт, что другой такой же, можно одновременно использовать и для зарядки и для разрядки, так сказать. Вот такой интересный фонарь, необычный. Именно как фонарь он ничего особенного из себя не представляет. Такой дальнобойный, узконаправленный фонарь. Но это очень хороший и очень компактный при соответствующей мощности повербанк. Вот. Ну и такая у него вот чехол такой есть. Будем испробовать, испытывать его, как он. Кстати, тут грамотно сделано, что он может вот так вот стоять. Ну, он довольно тяжелый. Довольно тяжелый этот фонарик. Но сопоставимого веса повербанк не легче. То есть, если так подумать, то при соответствующей емкости это оптимальное решение. Проверим, что будет на практике. Вот и еще приспособление. Это буравчики. Бывает, иногда надо в дереве проделать дырку, что-нибудь такое. Это вот набор буравчиков. Вот. Вот это самый большой. Я им сейчас проделал дырку в березе. Пошел сок. Я так давно хотел набрать сока. И наконец-то это получилось более-менее цивильно сделать. Вот так вот. Пробуравил небольшую дырочку. Вставил туда соломинку. Капает сок. И уже так там нормально набралось. Я так чувствую, придется поставить туда кастрюлю. А у меня 2 соломинки. Надо было больше брать. Ну, куда мне столько сока? Ох, так давно я мечтал это сделать. Фонарь заряжает, ничего, вот. Все работает хорошо. Вот так вот. Потом, когда забор сока прекратится, я просто в эту дырочку вобью ветку соответствующую, палочку какую-то, и все, и сок не будет идти. Все гораздо лучше, чем топором, еще чем-то. Вот надо такой буравчик иметь. Может больше диаметра, ну, соответствующий с этой соломинкой или трубочкой. Так что буравчик себя оправдал вполне. Вот. Ну, а тонкие, мало ли для чего могут пригодиться. Скажем, делать ту же самую лучковую пилу или еще что-то. Не обязательно в дереве, в коже, можно в ремне там отверстие проделать. В общем, многоцелевой инструмент, интересный. Вот, рекомендую принять это к сведению. Ну вот, зарядное устройство. Ну вот, стоит уже внешняя палатка. Недолго ее ставить. Вот в таком я ее варианте растянул. Без юбки. Просто как продолжение тента. Вот эти дополнительные. Тут вот крылья эти. А ее можно поставить ниже, и тогда будет юбка. Ну, сейчас какая юбка? Зачем? Почти лето. Сок набирается, уже пил тут несколько раз. Вон там. Уже, наверное, миллилитров 200 выпил сока. В принципе, можно еще одну дырочку проделать. Еще ускорить набор сока. Ну, мне пока хватает. Сейчас буду внутреннюю палатку туда
устанавливать. Ловля рыбы результатов не дала. И такой я пробовал, и сякой. Ничего. Так что сейчас, значит, будем заниматься пилением. Пилением, разведением костра. Вот тут вот так. На берегу этого озера удивительного. А есть, кстати, палатка такая же еще и больше. Это, по-моему, R3 называется. А есть палатка R5, вообще здоровенная. То есть там, ну, человека на 4, так, вполне комфортно будет разместиться. Не знаю, есть ли внутрянки соответствующие. Все, наверное, есть. Вот, правда, поставил я сейчас не той стороной. Печное отверстие находится сзади. Вот, конечно, в идеале так лучше не делать, потому что мало ли вдруг что протечет. Но дождя сейчас не планируется. Поэтому менять ничего уже не будем. Вот там сделаю внутреннюю палатку. Вон на желтенькой там лежит. И вещи туда снесу, потому что уже почти 5 часов. А солнце заходит где-то сейчас почти в 7. То есть у меня есть еще почти 2 часа на все про все. Ну, конечно, ловля рыбы. Но главное, начал, главное. Достаточно рано. 30 марта 2025 год. 25. Быстро время пролетело. Был 85-й когда-то. Мне было тогда 9 лет. Потом был 95-й. 2005-й. 15-й. Ну и вот уже и 25-й. Так вот. Раз-два. Глазом моргнуть не успел. И все. И надо собираться уже. О вечном задумываться. Так вот, ребята, обидно. Обидно это. Но ничего не поделаешь, ничего не поделаешь. Последние годы, не знаю, сколько мне осталось активной жизни, лет 10, может 15. Немного. Хочется провести вот таким образом. Быть в лесу, пилить, ловить рыбу. Разжигать костер. Пока будут силы. А кто знает, может еще гораздо раньше все кончится. Тут мы не можем знать, что нас ждет. Поэтому время надо ценить. Очень сильно ценить. Но, к сожалению, этого не понимаешь, когда его много. Кажется, жизнь бесконечной. А когда уже оказывается, что мало осталось, то ничего не поделаешь. И даже обидно не то, что осталось мало, а то, что осталось мало активной жизни. Что ж, я глубоким стариком не поплыву на Покрафте. Не буду ничего пилить. Максимум, может, до туалета буду доходить самостоятельно. Это и то хорошо будет. Так можно прожить и до 90, и до 100 лет. Но это жизнь так себе. Не очень интересная. Но опять же, мы не выбираем, что дано, что будет дано. Но размышлять об этом нужно. И не терять времени, не терять его, не терять. По-пустому не растрачивать.
надо бы отпилить. Такое. Так, где ж мы будем пилить? Ух, тут уже и наживка ползает. Скоро надо подготовить местность. Так, наверное, вот здесь. Самое то. Это щеточка. Тут нужна именно такая пила. Ой. Фух. Ох. Да, нелегкая эта работа. Казалось бы, силки. А на самом деле это тоже не просто. Фух. Надо слегка передохнуть. Фух. Ну ничего. Перепилю. Куда денется. И гореть такая будет несколько часов. А пилить я буду от несколько минут. Тут, в принципе, еще раз, два. По идее, два распила. И все. Можно сказать, что эта здоровая елка все закончилось. Фух. Ой. Но уже большая часть пройдена.
Конечно, можно было и лучковой пилой такой перепилить. Я перепиливал, но это намного дольше. Потом еще вот то отпилю. Надо постепенно расчищать. Ну-ка, сколько там осталось? О, уже немножко она, немножко. Так, по земле этой пилой лучше не лозить. Ну-ка, что у нас там? Нет, еще не вечер. Еще не вечер. Так. Все, что ли? Да. Вот. Ну вот. Примерно половина. 30 сантиметров, значит. Где-то. Это то, что в землю она касалась. Это не есть хорошо. Ничего, эта пила подлежит заточке. Напильник у меня есть. Зубья здесь здоровенные. Более того скажу, у меня есть сменное полотно вот такое. Так что на мой век хватит развлекаться. Главное, чтобы там не оставалось, не ржавело ничего. А так ВДшка, я просто ее брызгаю. Ух ты! Дождь! Ё-моё! Вот это номер! Вот это номер! У меня там что-то не убрано, интересно. Лежит. Вот это номер! Значит, костер срочно надо разжигать. Хоть и дождь-то слабенький, но это плохо. Дождь пошел, надо же как. Вот так дела. Не обещали дождя. Не обещали. О! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тяжелая.
надо нам заготовить немного сухих. Это очень сухая. Опа! Вот так делается. Аналогично и тут. Текс. Чтобы удобнее было нести. Хотя вот так вот. Вот. О, какая. Ну, начнем вот с этого. Вот, кто говорит, мачете не нужно. Вот для чего оно нужно. Это сухие ветки. Очень сухие. Не тутся. Вот. Очень быстро. Ну, я думаю, мне хватит на ростовку. Вполне. Вот так. Не тупится. А эту мы, я думаю, что попилим пилой после предварительного мачетирования. Так, и вот маленькая ручная пила выходит на авансцену. Тык, 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 тык. Ну, пожалуй, что кору лучше, конечно, сымать. Пожалуй, что вот так вот будет.
Ой, сухая, аж пыль летит. О. Опа. Вот так вот. Фу. Ген Тимагари. Хорош пила. Очень хорошая. И мачете. Все они хорошие. Пользоваться надо по уму. Ой. А теперь надо подготовить. Это довольно быстро получается. Нужно это перерубить. Так. Ой. Вот смекайте, для чего нужно мачете. Сколько времени я бы вот это все пилил. Топором тоже это не очень удобно делать. Ну вот, почти все. Вот это еще осталось. О, какие сухие. Это к тому, что это сухие, а сырые им рубить еще проще. Вот примерно так. Нашинковал. Вот так вот. Ну, немножко она, может, и подзатупилась. Да. Уже не так, чтобы бреет, но на ногте останавливается. Так можно поделать.
будет нормально. Ой, хорошая сталь. Вот надо силки НАТО попробовать. Сравнить, что лучше, это или НАТО. Ой. Буду костер сейчас разводить. Надо сначала нам вот таких совсем мелких. Собираем все эти угли в кучку. Угли. Они сырые, плохие. Вот. Это как бы основа. Ой, костра. Ой, господи, тяжелая. Кошмар. Вот так вот сюда ее положим. Так, это тоже уголь. Вот сюда. Так. Ну и что ж. Вот береста. Посмотрим. Много-то ее не надо. Зажигать бересту следует не с краев, а по центру рулончика. Сейчас у меня простая зажигалка. Бик. Уж бензиновая сломалась. Ну вот, кладем сюда. И теперь мелких веток добавляем понемногу. Это уже береста не нужна. Вот ее много тоже не требуется. Главное, чтобы были тонкие и сухие веточки, желательно хвойные, какие-нибудь вот такие. Вот еловые неплохо подходят. Еловые, ну, сосновые там, что угодно. Вот. А бересту пока уберем. Сырые можно класть снизу. Если не уверены в их сухости, можно снизу. Конечно, когда влажно, разводить костер намного труднее. Но сейчас довольно сухо, и поэтому таких у нас проблем нет.
Ну и по старшинству, так сказать, более толстые сюда идут. Ну, конечно, слишком много дров не надо, и надо смотреть, чтобы был зазор, чтобы воздух там проходил спокойно. Вот, сейчас пока больше подкладывать толстых не надо. Когда эти займутся, а вот угольки можно туда подложить. Они не повредят. Они тоже полезны. Это да. Вот так. В принципе, недолго. Вот, почему я люблю костер. Конечно, можно с печкой в палатке сидеть. Некоторые так и делают. Но это какой-то вынужденный все-таки вариант. Вот сейчас что так сидеть в палатке? Что там делать? Тут так хорошо. Вот у костерка. Займется вот это вот бревно. И оно будет гореть, гореть до тех пор, пока я спать не пойду. Сейчас, когда вот эти вот более-менее разгорятся, я положу уже сверху толстые. Ну, а можно уже. Вот, например, можно положить вот это. Пусть сохнет. Вот так. Ох, какой аромат пошел. Великолепно. Ну и вот эту сюда. Вот так. Вот. Ну а тут, чтоб не падало, можно подложить небольших вот этих веток вот сюда. Никуда не денется. Угу. Все. Ждем, покуда все это хорошо разгорится. Сюда можно еще веточек сухоньких поднаправить. А этим, кстати, можно не только разжигать костер, но и костер раздувать. О!
Вот, что воздух свободнее между там проходил. Ну вот все. Ну и вот горит костер. Небольшой, но и не маленький. Мне на этот вечер вполне хватит. Вот тут и одна пила поработала, и другая, и мачете. И вот результат. Конечно, можно и меньше обойтись было бы, но так удобней. Так удобней. Какие-то звуки страшно раздаются. Кто знает, что это. Ворона видел сегодня. Буду сейчас подготавливать к завтрашней ловле спиннинг. Пораньше попробую встать. Уж не знаю, что получится. Здесь спится хорошо. А тут все капает. Вон. Уже сколько я пил. Оно все капает. Вот такая скорость. Помедленнее стало. Ну ничего. Пора уже палатку внутреннюю закрывать, потому что роса. Там будет отсыревать все. Вот. Возьму я тут флиску. Возьму еще кое-какие предметы. Вот здесь рюкзак лежит, спальник, коврик, фонарь, зарядка, палки. Ну так всякое. По мелочи. Вот. И вот она на таком здесь закрыта. А поскольку тент больше, пришлось внутреннюю палатку на собственных колышках ставить. Ну, тоже ничего сложного в этом нет. Ничего сложного. Пилы, кастрюли. Вот все, что нужно для комфортного проживания на природе. Решил я увеличить добычу сока. Сделал 2 отверстия. И вон сколько. Тут пол-литра уже сока. Что же делать-то с ним? Ну, капает так бодро. Будет заткнуть на ночь какими-нибудь веточками. Да, нормально так набралось. Он отрывается, собака там в деревне. Аж до сюда слышно. Ну, тут, в принципе, не очень далеко до деревни. Но напрямую не пройти. А для звука нет преград. Что-то она чувствует, наверное, эта собака. Опять же, как слезы. То в роднике, то здесь.
Да, хороший способ. Спиннинг стоит. Я подготовил. Завтра, если проснусь, то попробую половить щуку. Какая красота. Такие ветви. Ночь. Хотя время-то около 8 часов. Вот ветки, которые я с помощью мачете рубил. Потом я подложу. Отпилил еще одно бревно. Теперь тут всего их 4. Жар такой идет от костра. Ох, как. Сейчас мы вот это туда положим. И вот эту тоже. И вот тут вот я лежу на коврике. Очень люблю я лежать возле костра на коврике. Сапоги снял сейчас в калошах. Да, необычно выглядят эти ветки. Это вот я сейчас с налобным фонарем. Ух, какая яркая там звезда. Но это, наверное, не видно будет. С налобным фонарем ХС-42 сафирный. Очень хороший фонарь. Мне прям он, что называется, зашел. Зашел. Ух, тут-то что творится. Ну-ка попробуем звезду увидеть. О, так она видна. Вот, вон она там, за деревом. О, какая яркая. Здесь тоже ветки эти необычайные. Это вот все на растопку идеально. Тут на всю жизнь хватит растапливать. Там вот палатка со светоотражающими элементами. Там костер. Пойду около костерка полежу. Посмотрю на небо. Вот звезды и искры костра. Самое-самое большое удовольствие. И холодает, кстати, так заметно. Ну и как видно, вот это толстое бревно, которое я катанобоем перепилил, оно только-только, вот в какой мере оно прогорело. Вот так вот. Это так, к сведению. Горит уже, наверное, часа полтора. Да, что же делать с березовым соком? Сейчас литр уже наберется скоро. Ну, надо выпить его, наверное. Ну, ладно, разберусь. О, какой говорливый костер.
Хотя бывают печки со стеклом, но вот такого не посмотришь через это стекло. Нет, вы не подумайте, я не против печек, я даже очень за. И люблю их, и использую иногда. Но все-таки костер — это костер. Высоко-высоко поднимаются искры. Ну вот что с этим сравнится? Великолепно. Такое ощущение, что пластиком каким-то пахнет. Уж не у меня ли тут что подгорело? Вполне возможно, кстати. Может быть, мой коврик подгорает или одежда. Да вроде нет. А, нет, точно. Вот оно, вот оно, вот оно, злодейство. Засмотрелся. Я думаю, что такое запах. А сюда прилетела искра и прожгла. Она мне тут ничего не прожгла, нет. Нет, это от коврика. Вот как бывает. Вот такая вот искра. Романтика. Опять. Ой-ой-ой. Ну ничего, это издержки. Издержки. Случается и такое. А вот посмотрим на то, как действует фонарь DF2 Люминтоп. Та-та-та-та-та-та. Вот он плавно регулируется до вот такого вот уровня слабого. И вот, похоже, его максимум. И он еще такой рассеянный дает, как бы, луч. Вот, видно его граница.
лучше будет заметно. И направленный, хороший фонарь. Направим его вверх на звезды. Это не звезды, это какие-то пылинки. В воздухе он высвечивает. Деревья. Там вот костер. Как, можно ли с ним ходить по лесу ночью? Можно. Пойдем посветим на реку. Да, неплохой фонарь. Ну, конечно, не то, что какой-то прям там супер, но довольно мощный. Тем более сейчас холодно, он может в таком режиме работать. О, как отражение. Смола на дереве. Видна ли она? Боюсь, что нет. Надо угол какой-то найти. Нет, хорошо, он дает такой круг. Вот он, круг этот. Видно. И центральную яркую область. Очень яркую и дальнобойную. То есть с ним можно неплохо и пользоваться именно как фонарем. Не только как павербанком мощным. Это вот я достал пуховый жилет. Потому что холодно уже, где-то около 0 градусов. Ух, пробивает лес мощно. Все видно. Не-не, фонарь отличный. DF2 Lumen Top. Очень хороший. Это действительно неплохой фонарь именно с практической точки зрения. О, как сверкает. Ну ладно.